Что мы наблюдаем в России прямо сейчас, помимо обреченного ожидания украинского контрнаступления? Мы наблюдаем действия в рамках явно стартовавшей избирательной кампании к президентским выборам 2024 года. Смотрим ли мы на Путина, который нехотя выбрался из бункера и катается по оккупированным территориям? Слушаем ли мы запись телефонного разговора между близким к Сечину олигархом и предпринимателем? Фиксируем ли осторожность в вопросах принудительного загона граждан на фронт? Всякий раз становится очевидным две вещи. Во-первых, президентские выборы – это действительно рубеж. После них станет возможен весь этот апокалипсис, который пророчит уже год. От блокировки Ютуба до массовой принудительной мобилизации и закрытия границ. После выборов отпадет нужда оберегать гражданскую элиту, и спецслужбы смогут разгуляться в поисках врагов и шпионов, проникших в высшие эшелоны власти. Откроются широчайшие возможности для массовых репрессий. Во-вторых, система вовсе не считает предстоящую процедуру легкой прогулкой. Понятно, что ситуация стремительно ухудшается, и с каким багажом власть подойдет к марту 2024 года, сейчас совершенно не ясно. Нужен ли будет тогда гражданам и элитам тот самый конь, который никуда не переправляется, а еле ковыляет вдоль реки? Тем удивительней, что с самого начала войны действия Владимира Путина напрямую бьют именно по тем людям, на которых он более всего рассчитывает. Его политика самым изумительным образом направлена против собственной электоральной базы. Это не самая очевидная мысль, но сейчас я постараюсь объяснить, что имею в виду. Только перед тем, как начнем, небольшое объявление. Моя книга «История новой России» наконец-то доплыла до склада Амазона. Теперь вы можете легко оформить доставку в любую страну мира. Если вы не из России и хотите купить эту книгу давно, смело оформляйте заказ. Ссылка в описании. Если регулярно читать «Медузу» и «Медиазону», может показаться, что в России нет ничего хуже, чем быть оппонентом режима. Дня не проходит без дикой новости. Дня не проходит без доноса, без штрафа за громкий разговор в ресторане, без уголовного дела за ценник в супермаркете, без очередного ужесточения законов и пожизненного наказания за госизмену. Но сколько людей попали под каток государственной военной цензуры? Если говорить об уголовных делах, то их менее 200. И далеко не все обвиняемые под арестом, например, вот я. Административных дел несколько тысяч. Даже если приплюсовать сюда тех селебрити, на которых завели дела заочно, то в любом случае количество пострадавших за антивоенную позицию до 5000 человек. Это много. Но получили реальный срок или оказались в СИЗО лишь несколько процентов. Остальные отделались штрафами. А сколько пострадало тех, кто поддался пропаганде или соблазнился большими деньгами? Кто, неважно по какой причине, но пошел воевать за Путина и сгинул или покалечился на бессмысленной, неправедной войне. Никак не меньше 50 тысяч погибли. Не менее 150 тысяч получили ранения. Несколько сотен тысяч прямо сейчас в зоне боевых действий. Ходят в обносках, спят в полузатопленных окопах, едят тухлятину. Это их отправляют в мясные штурмы. Это их телами генералы прикрывают свои провалы. Это на их обмундировании, боеприпасах и еде ворует каждый, кому не лень. Получается парадокс. Если читать ленту новостей, то кажется, что путинский режим активно расправляется со своими противниками. Однако цифры говорят, что больше всего страдают от войны именно те социальные страты, на которые режим традиционно опирается. Самые чудовищные потери именно в тех регионах, которые больше всего работают на администрацию президента. Именно там, где все давно зачищено, где руководство без проблем рисует на каждых выборах 90 и более процентов за Единую Россию и Путина. Для центров протестной активности Москвы, Петербурга, Екатеринбурга война как не была реальной год назад, так реальнее и не стала сейчас. То есть для тех, кто был против Путина и войны, все обернулось дурными переменами в образе жизни. Необходимостью скрываться от мобилизации, стирать свои соцсети, вовсе эмигрировать или оставаться в России, испытывая дискомфорт и страх. Но для тех, кто искренне верил Путину, для тех, кто принял как данность фантазийную реальность российской пропаганды, для жителей беднейших регионов страны, национальных республик, малых городов, для всех, кто в силу разных причин не имеет доступа к независимой информации, вот именно для них эта война обернулась настоящей катастрофой. Да, Путин сажает, штрафует, выдавливает из страны своих оппонентов.
Но своих сторонников, свою электоральную базу он вообще убивает. Он калечит этих людей физически и морально. Он приносит горе в их семьи. И не надо думать, что их немного. Ведь к десяткам тысяч убитых, сотням тысяч тех, кто проходит фронтовой ад, прибавляются их ближайший круг. Родители, родственники, жены. Это уже миллионы людей, чью жизнь бесповоротно изменила война. Это те, кто получил похоронки. Те, кому здорового мужика, отца семейства, вернули тяжелым инвалидом, которому до конца жизни будет необходим сложный уход. Те, кто бегал по военторгам и на последние деньги покупал теплые вещи и бронежилет. Те, кто вместо родного человека обнаружил возле себя незнакомца, морально травмированного, агрессивного, неуправляемого, привыкшего к насилию и готового его применить. Это те, кто в конце концов послушал из первых уст от своего родственника или друга, что на самом деле представляет собой российская армия, и это война. Кажется, что нет ничего опаснее, чем выйти с антивоенным пикетом или написать про Бучу во ВКонтакте. Кажется, что нет ничего опаснее, чем выразить государству нелояльность. Но что вас за это ждет? С некоторой вероятностью вы за это получите административный штраф. С вероятностью почти исчезающей уголовное дело и реальный тюремный срок. Но что будет, если проявить крайнюю лояльность к государству? Если вы сделаете антивоенное действие, вас могут с небольшой вероятностью оштрафовать и совсем уж с маленькой открыть уголовное дело. Но что будет, если проявить крайнюю лояльность к государству? Если сесть в один из тех автобусов, что увозят мобилизованных, если подписать контракт, будучи срочником, случится нечто гораздо более опасное. Ты гарантированно попадешь в условия, которые отличаются от типичного спецприемника или СИЗО в несоизмеримо худшую сторону. Российские пенитенциарные заведения имеют страшную репутацию и по делу, и риск попасть туда за антивоенную позицию таки существует. Но о целости и сохранности самого бесправного зэка в колонии парится в бесконечность раз больше, чем о жизни солдата на фронте в российской армии. Что уж говорить о жизни политзэка. Все дела по фейкам и дискредитации публичны. Ими занимаются журналисты, правозащитники. Есть адвокат. Не может человек, оказавшийся в кутузке за выступление против Путина и его войны, исчезнуть просто так, пропасть, чтобы никто не заметил даже. А вот российские солдаты, поставившие свою жизнь на Путина, пропадают в никуда тысячами. Это только прямые последствия. Но косвенные последствия войны также прицельно бьют именно по тем, кого Путин привычно считает своим электоратом. Уход международных платежных систем, существенные ограничения в выдаче виз, проблемы с покупкой легального программного обеспечения, исчезновение из продажи иностранных автомобилей вследствие санкций и изоляции – это, конечно, все очень неприятно. Но надо помнить простой факт. Если для вас актуален вопрос шенгенских виз, если вам нужна банковская карта, которой можно расплачиваться за границей, то, скорее всего, вы совершенно без понятия, сколько стоит гречка. Скорее всего, для вас не очень большая проблема, что выросли коммунальные тарифы и подорожала курятина. Если вы переживаете, что новую Toyota Camry теперь можно взять только у перекупов за 2 цены, значит вы, скорее всего, эту Camry не собирали и не потеряли работу на заводе год назад. А как повлияли санкции на жизнь пенсионеров, бюджетников, клиентов службы социального обеспечения? На жителей условного маленького депрессивного города, где единственная лесопилка закрылась из-за ухода Икеи? На тех людей, кто вынужден экономить на еде, кого любая флуктуация цен на эту самую еду ставит на грань голода? Как известно, главное свойство любых кризисов – они бьют по всем, конечно, но больнее всего они бьют по самым бедным и самым незащищенным. Кто-то из-за кризиса сокращает походы в ресторан с 5 до 2 в неделю. А кому-то приходится с мясопродуктов, которые раньше закупал по уценке, переходить на пустую кашу. Кто-то теперь дороже и дольше летит в Париж через Стамбул, а кто-то вынужден ходить пешком, потому что маршрутка за 24 рубля – это дорого. Чем люди беднее, чем больше они зависят от прямых государственных выплат, чем хуже у них с доступом к независимой информации, тем легче пропаганде на них работать. А значит, именно такие люди выступают социальной базой для любой автократии. Не потому, что это какой-то глубинный народ имени Суркова, не нужно слушать отставных политтехнологов, а потому что, когда ваша жизнь зациклена на простом физическом выживании,
когда вы заняты поиском желтых ценников и прямо зависите от государственной помощи, вам как-то не до поиска независимой информации. Находясь в настолько бедственном положении, человек будет потреблять информацию в самой простой форме – смотреть телевизор. Именно такие люди, по идее, должны стать главными адресатами грядущей кампании. Люди с критически низким доходом, в разных формах зависимые от государства. Жизнь этих людей за последний год стала капитально хуже. Хуже не потому, что им грозит гипотетическая уголовка за взгляды. Не потому, что им пришлось сменить хорошую квартиру в Москве на квартиру похуже в Тбилиси. А потому что они теперь должны экономить на базовом потреблении, на еде. Вот к этому мы вели в начале. Публично Путин громит оппозицию и делает противозаконными любое мнение, отличное от генеральной линии. Но на деле все самые жестокие издержки войны несет именно его базовый электорат. На деле вся эта война ведется за счет тех людей, которые голосовали за Путина раньше и должны проголосовать за него в этот раз. На деле наш зритель, давно знающий, что к военкомату приближаться нельзя на пушечный выстрел, узнает о последствиях путинской войны из наших роликов. А зритель Соловьева видит эти последствия в своем кошельке и ощущает их на себе, получая вполне реалистичные похоронки. Именно к этим людям теперь нужно прийти, администрации президента, и сказать: проголосуйте за это вот это вот, все, еще на 6 лет. За 5 месяцев мы угробили в боях за один только Бахмут больше людей, чем Советский Союз за 10 лет в Афганистане. Мы покрыли ваши города и поселки могилами. Мы сделали вашу жизнь заметно беднее и хуже. С другой стороны, мы вам не дали того, что певцы нашей пропаганды сулили с начала войны. Никаких побед, никакого Киева за 3 дня, только непростые решения и жесты доброй воли. Когда мы говорим об усталости от войны, что есть хорошо описанный социальный феномен, мы имеем в виду не тех, кто войну эту видит только в новостных заголовках или вот у меня в роликах. В первую очередь, это усталость тех, кто несет реальные и ежедневные издержки. Тех, кто лишается работы или просто беднеет. Тех, вокруг кого все больше смертей. Тех, кто не из цифр медиазоны и не из утечек Пентагона, а от своего окружения знает реальные масштабы бедствия. Таким образом, режим Владимира Путина прямо сейчас формирует довольно сомнительный социальный парадокс. Чтобы загонять людей на фронт, а пополнение там требуется постоянно, нужно, чтобы люди тебе верили. Чтобы покупались на твои рассказы о том, что они окажутся на 42-й линии фронта и охране складов. Но если ты убиваешь людей, которые тебе верят, то они за тебя не проголосуют. Обеспечение фронта живой силой вступает в прямое противоречие с обеспечением участков лояльными избирателями. Ведь чем критичнее человек к тебе относится, чем меньше он верит твоей пропаганде, тем больше шансов у него оказаться в Ереване, а не под Бахмутом. А вместе с ним выживет то окружение, на которое он влияет, которое он может притягивать к независимым источникам информации. Выходит какой-то обратный отбор. Чем лояльнее избиратель, тем меньше у него шансов реализовать избирательное право, тем сильнее испортилась его жизнь. И наоборот, чем более протестно настроен человек, тем больше у него инструментов выживания. Да и государство к нему меньше лезет. От греха подальше, чтобы не злить еще сильнее. Вот с такими совсем неочевидными на первый взгляд исходными путинский режим подойдет к электоральной процедуре. В ситуации, где жизнь-то он попортил всем, но своим друзьям куда сильнее, чем врагам. Враги-то поехали в Тбилиси, а друзья в могилу. Людей наших взглядов режим больше пугает. Да сейчас мы всех мобилизуем, да как поднимем налоги, YouTube вам отключим. Пожизненно посадим, смертную казнь вернем. Ух, вы какие предатели, ух, вы какие изменники, сейчас получите Кузькину мать. Но когда доходит до дела, то уголовкой все заканчивается в единичных случаях. И даже когда заканчивается, мы к этому плюс-минус готовы. Это поведение режима по отношению к тем, на чьи голоса он так и так не рассчитывает. В адрес же тех, на чьи голоса режим рассчитывает, не следует никаких угроз. Их мужей, отцов и братьев просто сажают в автобусы и либо вообще не возвращают, либо возвращают в таком виде, что это уже совсем другие люди. Всегда другие ментально, а иногда и другие физически. Такая предвыборная конфигурация
последовательный отстрел собственной базы поддержки – это нехорошая для нас новость. Ведь это смерть наших сограждан. Но это точно очень плохая новость для тех, кто хочет перекинуть Путина через эту процедуру и оставить его еще на 6 лет. До завтра.